Hello everyone and welcome to Russian Vocabulary in Use, lesson number 2. Don't forget to answer my questions out loud. Here we go. Итак, доброе утро, дорогие друзья. Сейчас ночь? Нет, сейчас утро. Сейчас раннее утро. А что мы делаем утром? Правильно, утром мы готовим завтрак. Утром мы готовим ужин? Нет, утром мы готовим завтрак. Мы завтракаем каждое утро. Мы обедаем каждое утро? Нет, мы обедаем днем, а утром, каждое утро мы завтракаем. Поэтому давайте готовить завтрак вместе. Здесь на столе ингредиенты. Что это на столе? Правильно, ингредиенты. Мука, сахар, кефир, соль, яйца. 2 яйца. 1, 2. Это яйцо. Это молоко? Нет, конечно. Это яйцо. 2 яйца. Это куриное яйцо. Это яйцо змеи? Нет, слава Богу, это куриное яйцо, а не змеиное. Мне нужно 2 яйца. Мне нужно 3 яйца. Нет, 2 яйца. 1, 2. Мне, может быть, нужно 5 яиц. Что за звуки? Нет, не 5. Мне нужно всего 2 яйца. 1, 2. Начинаем. Разбили яйца в тарелку и размешиваем. Теперь нужно добавить кефир. Кефир – это, как сказать, испорченное молоко. Кислое молоко. Называется кефир. Это молоко? Нет, это кефир. Обычный белый кефир. Нам нужно 250 миллилитров кефира. Нам нужен литр. Нет, литр это много. Нам нужно 250 миллилитров кефира. Это 1 стакан. Наливаем кефир и размешиваем. Все это размешиваем. И никогда не забывайте про соль. Соль. Это сахар? Нет, это не сахар. Это соль. Мы должны солить еду. Вы любите солить еду? Я люблю соленую еду. Но здесь нужно чуть-чуть. Здесь нужно много соли. Так много? Нет, 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 нет. Нужно чуть-чуть, немножко соли. Посолили. Чуть-чуть. И размешиваем. Теперь нам нужна мука. У меня пшеничная
мука. Это кукурузная мука? Нет, это не кукурузная мука. Это пшеничная мука. Мы добавляем стакан пшеничной муки. Добавляем и опять аккуратно размешиваем, чтобы не было комков. И, конечно же, сахар. Сахар белый. Сахар черный? Нет, это не черный сахар. Сахар не черный. Сахар белый. Кстати, бывает коричневый сахар, но у меня белый сахар. Он белый и сладкий. Сладкий. Я люблю сахар. Это очень плохо. Сахар горький? Нет. Сахар сладкий. Но нельзя есть много сахара, поэтому берем чуть-чуть сахара и насыпаем. Итак, у нас получилось тесто. Это мясо? Нет, это тесто. Тесто для оладушек. Это тесто для пельменей? Нет, это тесто не для пельменей. Это тесто для оладушек. Сейчас завтрак. Какие пельмени? Поэтому давайте жарить оладушки. Ну что, друзья, вот такие уродливые оладушки у меня получились. Я ужасно готовлю. И что еще нужно для завтрака? Конечно, кофе. Но кофе мы сварим в следующем уроке. That was it, guys. Thank you very much for staying with me and looking at this terrible cooking experience. So, what do you eat for breakfast? Leave a comment, let me know, and I hope to see you in the next lesson of Russian vocabulary in use. Bye-bye.